Привет, Барселона, Всемирный мобильный конгресс. Мы здесь, мы здесь Xiaomi, которые впервые в своей истории решили провести международный ивент и показать свой флагман Mi 9 для европейского рынка. Это очень круто. Мы смартфон получили, правда, в числе последних. Привет российскому представительству. Но чтобы ролик не был таким грустным, мы решили сделать две вещи. Первое, это разыграть данный смартфон. Что нужно сделать? Подписаться на канал, оставить любой комментарий под этим видео, поставить ему же лайк. Все условия в описании. Ну и второе, сегодня мы этот Mi 9 разобьем, потому что Gorilla Glass 6, и мы проверим, насколько он прочный. Хочу также напомнить, что на выставку мы приехали благодаря нашим друзьям компании Interstep, которые сделали вот такую замечательную вещь, совмещающую в себе док-станцию, беспроводную зарядку и Powerbank. То есть мы включаем, ставим Xiaomi Mi 9, который поддерживает беспроводную зарядку, и он начинает заряжаться вот так красиво. Отличная вещь. Самое главное, вышли из дома, просто вынули Powerbank и пошли дальше. Крутая штука, более подробно расскажем позже, ссылочку оставлю в описании, ну а теперь поговорим про Mi 9. Итак, изначально смартфон показали 20 февраля, в день анонса Galaxy S10. Возможно, именно из-за этого вы о Mi 9 и не слышали. Но, тем не менее, он у нас в руках. Xiaomi исправила производительность, улучшил ее, внешний вид и камеры. И если Mi 8 сзади был прикрыт обычным стеклом, то здесь аж 4 слоя. Во-первых, он вот так вот симпатично переливается. Есть несколько цветов. Этот черный, наверное, самый обычный. Плюс камера прикрыта сапфировым стеклом. Сверху есть небольшое нанесение на телеобъектив. Она вот так симпатично переливается. Сапфир, как известно, очень прочный, наверное, уступает только алмазу. Ну и самое главное, сверху Gorilla Glass 6, которую сегодня мы как раз таки проверим. В остальном практически ничего не изменилось. Все та же выпирающая камера, алюминиевая рамка, снизу симметрично расположились микрофон и динамик. Динамик по-прежнему один, довольно громкий, но все равно это как бы не очень хорошо. Но самое главное изменение коснулось передней части экрана смартфона, потому что здесь теперь маленькая капля с вырезом под камеру. Отказались от сложной системы 3D сканирования, как в iPhone 10. В Mi 8 она реально классно работала. То есть распознавала лицо и в темноте, и днем быстрее, чем на iPhone 10 и даже 10s. Теперь это обычная фронтальная камера. А все почему? Потому что есть сканер отпечатка под стеклом. Упор сделали на него. Работает, кстати, неплохо, довольно быстро, но тем не менее область экрана подсвечивается. Это не ультразвуковой сканер, как в Galaxy S10. Из-за этого там этот сканер работает быстрее. Как по мне, спорное решение. Все-таки распознавание по лицу в Mi 8 работало реально хорошо, а здесь, ну, такое. Получается, под стекло спрятали сканер отпечатка, датчик приближения, уменьшили челку. Из-за этого экран теперь занимает практически 91% площади передней панели. Плюс уменьшили подбородок на 40%, теперь он 3,6 мм. Но, тем не менее, он все равно есть. На правой грани расположились кнопки питания и громкости выше. Все как обычно. Слева лоток для 2 нано-сим-карт. microSD по-прежнему поставить нельзя. Здесь же кнопка вызова голосового ассистента Xiao AI для китайской версии, но в Европе будет активироваться Google Ассистент. Плюс можно кнопку переназначить и, например, поставить включение фонарика. И да, отличная вещь. Забыл сказать в обзоре Galaxy S10, что там такая же мулька имеется. Можно кнопку Bixby также переназначить. Что касается дисплея, это 6,4 дюйма. Разрешение Full HD+. Компания декларирует широкую цветовую гамму, контрастность 60 тысяч к 1, поддержку HDR технологии, Super AMOLED, все дела. Экран, на первый взгляд, реально неплохой. Плюс прикрыт стеклом Gorilla Glass 6. То есть оно и спереди, и сзади. Момент разбития телефона все ближе, но сейчас поговорим про оболочку. Здесь MIUI, версия 10.2 Global на Android 9, естественно. Все привычно, отсутствие меню приложений, куча настроек, в которых можно запутаться, шторка уведомлений, напоминающая Android P. Ну и в целом представитель компании заявил, что оболочка MIUI по всему миру пользуется больше 224 миллионов человек ежемесячно. Циферка большая. Геймерам также понравится надстройка Game Turbo, которая предсказывает игровые ситуации, делает отклик дисплея лучше и вообще все создает для того, чтобы FPS было на уровне и чтобы смартфон не перегревался. И, кстати, о вычислительных технологиях. Здесь Snapdragon 855 с модемом X24 и Adreno 640. Вся эта история на 45% производительнее и на четверть эффективнее, чем предыдущий процессор от Qualcomm. Ну и, конечно, оперативная память только 6 гигабайт для всех
всех версий, двухканальная LPDDR4X, быстрая память, встроенная UFS 2.1, 64 либо 128 гигабайт. Что по фотовозможностям в этом флагмане? Аж 3 камеры на 48, 16 и 12 мегапикселей. Основной глазок имеет диафрагму 1.75. Технология Quad Bayer присутствует, которая объединяет 4 соседних пикселя в один для улучшения качества снимков. Мы такое видели у Samsung. В общем, уже не новая технология. Можно писать 4К 60 FPS, замедленное видео 960 кадров в секунду. И в целом камера реально неплохая. Сейчас мы покажем фотки. Что касается фронталки, это 20 мегапикселей, диафрагма 2.0 и 0.9 микрона. Также забыл сказать, что здесь есть LED-вспышка, лазерный автофокус, умеет снимать с двукратным приближением, верхний модуль телевик. И самое смешное, то, что DxOMark поставили смартфону 107 баллов. Это второе место после Galaxy S10 и флагманов Huawei, у которых количество баллов одинаковое. Видео вообще поставили 99 баллов, то есть это как бы самый лучший телефон в мире для съемки видео. Верится с трудом, но в целом камера реально очень неплохо снимает. Вот вам несколько примеров. Двукратное приближение, портретный режим, ну и вот так снимает видео. Ну, в целом реально неплохо, но нужно тестировать дальше, конечно, чтобы понять, насколько эта камера действительно хороша. Перейдем к аккумулятору. Здесь вот прям грустненько получилось, потому что всего 3300 мАч. Для такой лопаты это, конечно, мало, учитывая, что все конкуренты уже перешли к 4000 мАч. Но есть беспроводная зарядка. Наконец-то во флагманах Mi нам даже выделили вот такую 20-ваттную, то есть это новая зарядка. Стоит всего 99 юаней, не такая, как была в Mi Mix. Кладем телефон, он заряжается за 90 минут. Для беспроводной зарядки это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, всего 3300 мАч. Ну, фиг знает. Быстрая проводная зарядка тоже никуда не делась. Через Type-C поддерживается Qualcomm Quick Charge 4.0+, 27 Вт адаптер, который нужно покупать отдельно. Выглядит он вот так. Справедливости ради нам тоже дали на него посмотреть. В сравнении со стандартным он выглядит вот так. Ну, такая мощная штука. И она заряжает смартфон всего за 60 минут. Но, блин, Xiaomi отдельно покупать. Apple, ты ли это? Хотя, с другой стороны, это Xiaomi, так что, скорее всего, будет стоить недорого. Ну, еще в комплекте имеется вот такой силиконовый чехол. Он, скажу вам честно, стрёмный. Но то, что он есть, это хорошо. Про что еще забыли рассказать? Это двойной GPS, который, как мы выяснили, по Xiaomi Mi 8 работает просто отлично. Это NFC для Google Pay. Это ИК-порт для управления домашней техникой. Ну и, конечно, обновленный динамик, который, как говорит Xiaomi, громче и мощнее басы. Но, ребят, он все равно один, поэтому, ну, несерьезно. Вот и настал момент, ради которого мы все здесь собрались. Gorilla Glass спереди и сзади. Xiaomi говорит, что их смартфоны стали прочными. Но у нас нет причин это не проверить. Давайте уроним Mi 9 сначала торцом вниз на брусчатку. Шансов выжить мало, но первый раз уроним вот с такой высоты. Поехали, погнали. Так, сам чуть не упал. Смартфон немножечко покорябался снизу. Но ни стеклу, ни спереди, ни сзади практически вообще ничего нет. Он как новый. Давайте попробуем уронить теперь экраном вниз уже с высоты моей головы. И здесь, я думаю, шансов не будет вообще. Поехали. О, как больно-то! Слушайте, ну смартфон треснул сверху. Ничего страшного не произошло. Он, в принципе... снизу, я извиняюсь. Он треснул снизу. Ничего страшного, давайте теперь, что ли, уроним его задником. Поехали. Переживаю, как за себя. Фух. Ох, как больно-то, а! Ну да, здесь он треснул уже нормально. Уже неплохо. Но слушайте, камера треснула. Сапфировая, они говорили, камера. Слушайте, а давайте-ка мы его уроним вот отсюда. Я думаю, что здесь метра, 2,5. Что будет, я не знаю. Поехали. Ну, смартфон в хлам. Спереди, кстати, не особо сильно. Ну, как-то так. Xiaomi. Ну, слушайте, на самом деле неплохо. Держится. Я думаю, если он с такой высоты падает, ему ничего не будет. Но уж с 2 метров не нужно его ширять. А так вот так. Ребята, мы подняли телефон и совсем забыли проверить, а вообще работает ли он. А он не работает. Экран у него моргает.
Я его включить не могу, перезагрузить не могу. То есть ему полная хана. Не знаю, там модуль экрана отклеился или еще что-то, но в целом, наверное, шлейф просто пострадал. Так что в этом плане, ну, чтобы вы знали. Ладно, мы ваши молитвы услышали. Раз телефону хана, то можно его, конечно, и согнуть, и проверить, насколько у него крепкая рамка. Поехали! Так, главное в глаз, чтобы ничего не попало. Слушайте, очень сложно. Так не получается. Ребят, его нереально согнуть. В этом плане у него просто невероятный каркас, и сломать его... Ну-ка, еще раз попробую. Нет, это невозможно. Нет. Стекло трескается, но рамка капец какая жесткая. Ну, блин, Xiaomi молодцы, слушайте, хороший, видимо, аппарат получится. Остались цены. Предзаказы в Китае и Европе уже стартовали. 28 числа можно будет на руки получить в Европе, в Китае чуть пораньше. Здесь стоимость 450 и 500 евро за версии на 64 либо 128 гигабайт. В Китае версия на 128 гигабайт стоит $450. То есть совсем дешево. За 855 Snap, но я считаю, Xiaomi прям убивают остальной рынок, хотя флагман такой довольно посредственный. Тем не менее, в России он тоже будет продаваться. Когда, за сколько, узнаем чуть позже. Расскажем об этом в полном обзоре, который обязательно сделаем. Ну и в целом посмотрим, как он себя ведет в повседневной жизни. И чуть не забыл, Xiaomi также показали обновленную версию Mi Mix 3, которая называется теперь Mi Mix 3 5G. Там Snapdragon 855, увеличенная батарейка и поддержка сетей 5-го поколения. Возможно, о нем тоже стоит поговорить. Если вы хотите, напишите об этом в комментариях. Ну и в целом, как вам краш-тест Mi 9?